программа «Жизнь и приключения на яхте Берута». Ее ведущий яхтенный капитан Аркадий Поликевич. Первый выпуск программы посвящен, собственно, первой части названия программы «Жизни на яхте» и ее неотъемлемой части «Заботе о комфорте». Думаю, любой иксмен со мной согласится, что ни о каком комфорте не может быть и речи, когда внутри каюты сырость. Вода же попадает внутрь либо через неплотно закрытые люки, либо старые иллюминаторы. Вот сегодня и пойдет речь об их замене. Несколько слов о моем начинании. Попытка идти в ногу со временем и заменить формат яхтенного журнала регулярными выпусками передач. Здесь я должен упомянуть своего вдохновителя, Женю Тимонову, который уже больше года снимает программы «Все как у зверей» или «В кого люди такие». Если вы еще не подписались на ее YouTube-канал, то обязательно это сделайте, потому что National Geographic, я думаю, кусает локти от зависти, а уважаемый Дроздов наверняка радуется, что его бессмертной в мире животных появилась наконец-то достойная замена. Этот выпуск я веду с борта своей яхты Берута, находящейся на якорной стоянке в защищенной лагуне Spanish Waters, расположенной на острове Кюрасао. Остров Кюрасао находится не, как многие думают, не у берегов Японии, а в 40 милях к северу от Венесуэлы, от побережья Южной Америки, в Карибском море. Летом здесь собирается достаточно большое количество яхт, пережидающих сезон ураганов в Северной Атлантике. А если вы хотите побольше узнать об острове Кюрасао, то зайдите на мой сайт curacao.creatica.org, посвященный туризму на острове. Перед вами один из 6 иллюминаторов, который я собираюсь заменить. Это оригинальный иллюминатор, изготовленный в Дании и установленный шведской фирмой-изготовителем яхт класса Муссон Halber Krassi в 1974 году. Как видите, прослужил он довольно долго, больше 40 лет. У него две основных проблемы. Это коррозия алюминиевой рамы и старение резиновых прокладок между стеклом и рамой, и между рамой и корпусом яхты. За последние 6 лет я предпринимал неоднократные попытки ликвидировать эти проблемы. Сначала я заменил прокладку между рамой и корпусом на герметик по совету Марины. Но это не работало. Потом, я герметик заменил на новую резиновую прокладку, и течь в данном месте была ликвидирована. Но, возникла течь в другом месте, между стеклом и рамой. Прокладка резины, она с внешней стороны идет. Вот видите, так по периметру черный герметик. То есть когда-то там была и еще есть часть резиновой прокладки, которую мне пришлось просто вырезать ножом и в освободившееся пространство залить герметик. Это работает, но не больше года. Через год герметик начинает отслаиваться от стекла, и в этом месте снова возникает течь. Поэтому я решил проблему кардинально и заменил иллюминаторы на новые. Честно сказать, эту попытку я предпринимал в самом начале, как только купил яхту. Написал в фирму Halber Krassi и получил от них счет в размере $500 за штуку. Нормальные роллс-ройсовские цены для ленивых. Ну что ж, я же решил изготовить иллюминаторы своими руками. Обычно их делают либо из плексигласа, по-другому еще называется акриловое стекло, либо из поликарбонатного стекла. На острове мне удалось найти только первое, и максимальная толщина не больше 5 мм в продаже была. Но, как говорится, что было, то было. Итак, первый этап – удаление старых иллюминаторов, что можно сделать либо с помощью простой отвертки, либо, что гораздо более эффективнее, с помощью дрельки. И так далее. Ну вот, рама и стекло удалены. Теперь с помощью шкурки зачистить края с двух сторон
и покрасить. Вот у меня осталась банка старой полиуретановой краски, белая, потолок красил, стенки. Ну вот немножко осталось, как раз пригодилось для покраски внутри. То, что вот под рамой, видите, не покрашено. Снаружи красить не нужно, там гелевое покрытие. Главное хорошо зачистить шкуркой, чтобы резиновая прокладка плотно прилегала. Ну, вот так вот. Аккуратненько закрасим. Ну вот, то, что было не покрашено, покрашено. И пока сохнет краска, можно снять размеры. Либо сделать это до того, как покрасили. И приступить к изготовлению самих стекол. (21 на 63). Ну вот, размеры сняты, теперь можно приступать к разметке стекла. Использую алюминиевый уголок в качестве линейки. Все, теперь можно приступать к распилке. Для чего я, собственно, использую ножовку. Ножовки у меня две, одна обычная, а другая лобзик. Лобзик хорошо идет для вырезания закруглений, уголков, например. Ножовка хорошо используется для длинных распилов. Первый раз я использовал ножик для стекла, но мне не очень понравилось. Слишком много нужно делать надрезов, и потом... Есть риск, что стекло сломается не по разрезу, а где-нибудь в другом месте. Значит, при вырезании стекла на что важно обратить внимание при задании вот этого радиуса. Да? Значит, вот смотрите, я на фанерке снял радиус с выреза иллюминаторов кают. Вот. Но это вырез, а у нас есть доступ 2 сантиметра на края, да, на резинку. Соответственно, нам этот радиус тоже нужно увеличить на 2 сантиметра. То есть не переносить его вот так вот, как он есть, да, видите, получится некрасиво, он как бы больше, чем нужно, выступ будет, да. Именно увеличить его на 2 сантиметра, и тогда краешек у нас будет параллельный вырезу в каюте, да. Вот. Значит, закончив с работой ножовкой, края мы обрабатываем обычным напильником. Все просто. При сверлении дырок, значит, важны сами сверла. Вот эти сверла, они имеют интересный кончик, вот такой вот остренький, не как у обычного сверла. Сверла специально для стекла и плитки. Вроде как, если сверлить этими сверлами, то стекло не будет трескаться. Ну и, соответственно, плексиглаз тоже не трескается, поэтому работают они очень хорошо. Главное, имейте в виду, что размер, диаметр отверстия должен быть больше диаметра болта. Ну, скажем, на миллиметр, а то и на 2. Это нужно для того, чтобы из-за разного теплового расширения стекло не лопнуло. Значит, переходим к установке, ну, собственно, не к установке, а сначала к сверлению дырок в корпусе яхты. Да? Значит, как я это делаю? Я сначала, значит, сверлю две крайние дырки, потом прикручиваю стекло к корпусу, чтобы оно надежно держалось, и затем, так сказать, у меня руки свободные становятся, и я уже сверлю свободно, легко все остальные дырки.
Продолжаем сверлить дырки. Уделяем внимание, чтобы дырка была точно по центру, чтобы был зазор 1 мм. Также важно правильно держать дрель, чтобы, соответственно, дырка получилась ровненькая, чтобы сверло было перпендикулярно плоскостям. Готово. Ну и последний штрих навинчивания гайки на болт. Берем обычную шайбу, пружинную шайбу и гайку. Может показаться, что болты немного длинноваты. Согласен, где-то согласен, но в чем удобство длинных болтов, что, во-первых, можно использовать лок-нат, то есть гайку без пружинной шайбы. А во-вторых, скажем, если вот у меня попала краска на болт и гайка не завинчивается, то можно взять просто пассатижки, держать болт, да, и ключиком гайку закручивать. Ну, не забывайте, да, что я один на яхте, и попросить кого-то держать болт с другой стороны отверткой не могу. Вот, соответственно, ну, дотянуться рукой тоже никак, да, поэтому вот приходится выходить из положения. Ну вот, проект завершен. За день установлено 2 иллюминатора, 2 последних. 4 я установил до этого. Они прошли неплохое испытание на маршруте Кюрасао-Бонаир. Течи не было. И что хотел бы сказать в заключение о стоимости проекта. Наиболее дорогостоящая часть — это нержавеющие болты, гайки, шайбы. В среднем один набор от 2 до 2-3 доллара, скажем, да, если 24 гайки на иллюминатор, то, соответственно, от 50 до 70 долларов за иллюминатор. Вот. Резинка идет на втором месте по стоимости. Сумасшедшие деньги на Кюрасао. За 1 фут 5 долларов, то есть, грубо говоря, 15 долларов метр. На иллюминатор нужно 2 метра, то есть 30 долларов. Да? Ну и на последнем месте стекло. Как я уже говорил, значит, квадратный метр примерно 100 долларов стоит. Соответственно, четверть метра на один иллюминатор 25. Вот, то есть в сумме получается один иллюминатор обходится дешевле 100 долларов, то есть установить все 6 можно по цене одного от фирмы-изготовителя Halberg Rice, то есть экономия 5-6 раз существенная. Главное не лениться. Ну и с вами был Аркадий Поликевич и программа «Жизнь и приключения на яхте Берута». До следующей встречи!